Всем привет! Вы смотрите «Взгляд с трибуны», и сегодня я возвращаюсь на Уэмбли. Сегодня здесь самый большой матч сезона, матч за право игры в премьер-лиге в следующем году. Играют Халл-Сити и Саутгемптон. Так бы я сказал несколько дней назад, но сейчас здесь играет Халл-Сити и Миддлсбро. Сегодня нас ждет самый скандальный финал чемпионшипа за много-много-много лет. Ну и вы видите, уже за полтора часа до матча потрясающая атмосфера. Я настраиваюсь на то, что внутри будет не хуже, так что вы тоже настраивайтесь на самый позитивный лад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если этого не сделали. Пишите комментарии. Ну вы видите, уже круто. Погнали, нас ждет Халл-Сити Миддлсбро. Будет интересно. Выходишь со станции Уэмбли, и тебя сразу, вот станция у меня за спиной, и вот сразу возле нее тебя встречает палатка с мерчом. Но это просто абсолютно стандартная палатка. Каждый год, каждый матч, плей-офф, ну или в принципе каждый матч, играющийся на Уэмбли, здесь примерно одно и то же можно увидеть. Матчевые шарфы, панамки играющих команд, вот такие шапки клетчатые, флаги. Cup Final. Почему Cup Final, если это на самом деле финал плей-офф? Непонятно. Ну и одна половина сегодня Халл-Сити, другая Миддлсбро, но по сути один и тот же мерч. Интересного мало, но лично мне, например, хотелось бы увидеть какие-нибудь матчевые значки, их здесь нет. Ну и как показывает практика, в принципе, перед матчем здесь такого добра не найти. Но сейчас пройдемся по аллее до Уэмбли и надеюсь, что-то интересное будет. До матча еще полтора часа, а народ уже стекается прям такими плотными реками к стадиону. По итогам двухматчевого полуфинального противостояния между Саутгемптоном и Миддлсбро в финал вышли святые, но потом вспыхнул скандал. Оказалось, что перед первой встречей этих команд один из сотрудников Саутгемптона абсолютно бесстыже и абсолютно не скрываясь снимал на видео тренировку Миддлсбро. В результате этой истории Саутгемптон лишился права выступления в финале. В финал вышел Миддлсбро и сегодня будет биться с Халл-Сити. У меня билет на сектор Тигров, и я очень надеюсь, что там будет бодро и ярко. Прямо перед секторами Халл-Сити организовали фан-зону. Несколько палаток с пивом, с едой. Ну и толпы народу под жарким майским лондонским солнцем. Чтобы вы понимали, на эти выходные в Лондон пришла 30-градусная жара. Еще неделю назад было 12-13 градусов. Сейчас город плавится. Вот народ охлаждается чем может. Скажу честно, по такой жаре стоять нет вообще никакого желания. Лучше зайти внутрь под своды стадиона, где хотя бы тенек есть. Потому что, ну, как-то уж очень жарко. Идем внутрь. В общем, как оказалось, нельзя просто взять и пойти на матч финала чемпионшипа. Дело в том, что, я думаю, вы заметили, качество видео немножко поменялось. С камерами нельзя на стадион, причем даже с портативными. Это какое-то сумасшедшее нововведение. Я был на Уэмбли много раз, даже в этом сезоне, и никогда не было проблем. А сегодня сказали, правила такие. Но, видимо, после Спайгейта боятся съемки, не иначе. В общем, пришлось потратить кучу времени, найти бэкдроп, скинуть за 10 фунтов свою сумку, оставить там свою камеру и снимать весь матч на телефон. Что делать, такова жизнь. Теперь уже наконец-то с чистой совестью можно идти на сектор.
Ну что, я на секторе. До матча 10 минут. Вот так все выглядит здесь. Сегодня я буду стоять прямо под самой крышей Уэмбли. Ну, вы видите. Всего несколько рядов уже только надо мной остается. Обзор топ. Смотрю, Hull City, оказывается, один даже блок вообще не продавали. Но фаны Боро выкупили всю свою квоту. Это не вызывает никаких сомнений. Решающий матч сезона в чемпионшипе. Слева фанаты Халла, справа сидит Миддлсбро. Ну и вот по первым секундам Миддлсбро очень хорошо звучат. Халл пока что только машет оранжевыми флажками и тишина, сами слышите. Ну и минутка занимательной статистики. Я был на Уэмбли много раз. И пока что всегда выигрывал та команда, чьи фанаты сидели вот за теми воротами. В данном случае это Миддлсбро. Посмотрим, что будет сегодня. Ведь другой пункт этой занимательной статистики в том, что Миддлсбро играл на Уэмбли 5 раз. И ни разу еще пока что не выигрывал. Посмотрим, какая из этих серий сегодня прервется. Будучи на секторе фанатов Халла, я надеюсь, что прервется именно моя серия, а не серия Миддлсбро. Но увидим. Впереди 90 минут матча. Но пока что фанаты Миддлсбро звучат очень хорошо. Чего не скажешь о Халле. Периодически нижний ярус где-то вот там просыпается. Но то ли их всех солнце расплавило, потому что я уже говорил, сегодня очень жарко в Лондоне, то ли их в принципе не особо поющие фанаты у тигров. Но имеем то, что имеем. Фанаты Миддлсбро пока что единственные, кого слышно на Уэмбли. За всю свою историю Hull City провел в высшем дивизионе всего 5 сезонов. В последний раз они вылетели по итогам чемпионата 2016-2017. Ну а Боро имеет более богатую историю выступлений. Это 41 сезон в вышке и последний вылет все в том же 2016-2017. То есть уже 9 лет назад. Почти юбилей, так что в этом году что-то изменится, и кто-то наконец-то вернется как минимум на один сезон в высший дивизион английского футбола. По ходу этого сезона у команд по матчам равенства Халл выиграл в гостях у Миддлсбро 1-0, потом Миддлсбро выиграли в Халле 4-1. Плей-офф я уже упомянул скандальный проход Миддлсбро. Тот самый матч со Саутгемптоном, который еще очень долго буду вспоминать. Ну а Hull City в полуфинале обыграли не кого-нибудь, а Миллуэлл. Причем первый матч завершился нулями, а здесь, в Лондоне, на Дэне победу одержали игроки Халла. Ну вот, Халл провел хорошую атаку, и болельщики сразу приободрились. Не сказать, чтобы начали прям активно петь, но хотя бы шум появился на этой половине стадиона.
У нас позади полчаса матча, и, если честно, по тому, что я сейчас вижу на поле, хочется спать. Игра скучнейшая, ничего опасного не происходит, плюс что жарко, душно. Мне кажется, даже болельщики Бора подрасплавились, затихли довольно надолго. Перед матчем фанаты Миддлсбро, вот эти Red Faction, устроили полноценный проход с дымами, с зарядами. Смотрелось это очень даже эффектно, не по-английски, я бы даже сказал. Ну и в целом на подходах к стадиону было очень много красных дымов. Со стороны Халла, мне кажется, дымы я видел совсем пару раз, но они тоже были. У нас перерыв, и можно отправиться в подтрибунку. Наконец-то перерыв, если честно, еле дожили. Смотрите, в подтрибунке на самом деле довольно-таки просторно, очередей почти нету. Даже к барам особо не стоит народ, какая-то непривычная картина. То ли Халл Сити еще до сих пор не проснулись, разморило людей на жаре, то ли я не знаю, чем еще это можно объяснить. Конечно же, на стадионе нельзя не перекусить, здесь есть много опций. Я в прошлом году брал пироги, они здесь были очень хорошие. А еще здесь есть отличные хот-доги, Old English Sausage Dog. Его я и взял, стоит 10,90, ну смотрите, что за эти деньги я получал. Вот такая большущая колбаса, ну видите, моя рука, она не маленькая, а колбаска еще больше, ну прям вот так хорошо ее и луком сдобрили, и горчицей сверху полили. В общем, выглядит очень сытно и аппетитно. Здесь же можно взять и пинточку, наливают как Budweiser, так и много разного крафта. Есть и Goose Island, есть и Camden Pale, Camden Hells. Стоит 7,90, ну это Уэмбли. Ну и пробуем хот-дог. Колбаска хорошая. Горчица по-английски мягкая. Вкусно. Второй тайм стартовал так же, как и первый. Вроде какое-то пение и заряды со стороны Миддлсбро. Довольно тихо здесь, на стороне Халла. Ну и Миддлсбро очень бодро пошел в атаку. Смотрим, что из этого получится. Чтобы вы понимали, здесь на верхних ярусах Уэмбли обустроили официальную стоячую зону, но в начале второго тайма уже у людей нету ни сил, ни желания стоять. Все просто вплавились в свои кресла и сидят. А где-то там, где Миддлсбро, там сейчас громко и бодро. Сзади 10 минут второго тайма, и все, у нас на стадионе уже опять тишина. Замолкла вот та самая Red Faction. Ничего не происходит за воротами, где сидят фанаты Миддлсбро, да и никакой движухи на половине Халла тоже нет. Мне кажется, эту игру может спасти гол. Очень нужно, чтобы хоть какая-то команда забила, чтобы проснулись и те, и другие болельщики. Вот, кажется, меня только что услышали болельщики Халл Сити, приободрились. Гонят команду вперед. Но недолго. У нас уже позади 77 минут матча, и на данную минуту команды на двоих нанесли всего один удар в створ. Вот чтобы вы понимали о зрелищности этой игры. Ну и вот официальная цифра. 84 506 зрителей сегодня на Уэмбли смотрят за противостоянием Халл Сити и Миддлсбро.
публика у нас. Уже 3,5 минуты переиграли. Даже вратарь Миддлсбро побежал туда-сюда в штрафную Халла на эту последнюю атаку. Официально Халл Сити спустя 9 лет возвращается в Премьер-лигу. Ну что, вы все видели сами. Если честно, то финал плей-офф чемпионшипа выдался очень неоднозначным. Футбол был максимально скучным. Я это много раз повторял по ходу матча. И я, честно скажу, я очень рад, что все закончилось в основное время, что не было овертайма, никаких пенальти. Сидеть на Уэмбли еще дольше было очень тяжело. Так что спасибо Халл Сити за то, что вы забили. Спасибо за вот эту... победа была эффектная, народ был счастлив, и мне это все понравилось. Да, конечно, уровень поддержки оставляет желать лучшего, но хотя бы, опять же, после того, как команда забила, на секторах Халла было бодро. В любом случае, я считаю, что победа Халла в данной ситуации была самым закономерным итогом плей-офф, потому что, скандал скандалом, но команда готовилась на одного соперника, а потом получила другого и в итоге заслужила промоушен. Я очень надеюсь, что вам это видео понравилось и вам было интересно его смотреть. Если так, то не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на мой канал, пишите комментарии, как вам этот плей-офф. Вы также засыпали по ходу матча, как и я, или все-таки на самом деле все было намного бодрее, чем это мне казалось. Мне будет интересно все это прочитать, но и вся эта активность очень сильно помогает продвижению моего контента и развитию канала. Ну и до встречи на стадионах Англии и мира. Впереди очень много интересного, не пропустите.